Добрый день! С вами по-прежнему доктор Шуров. Для вас мы ведем канал на YouTube, пишем статьи на Дзене. Милости прошу подписываться, задавать интересные темы. Также напоминаю про рубрику интервью. Рубрика очень динамичная. Мы многим уже помогли. У нас есть целые серии, как мы помогли или как не помогли. Также напоминаю про телеграм-канал. Очень бурно развивается. Я сам смотрю, мне нравится, как там различные опросы, люди задают темы, высказывают свое мнение, осуществляют конструктивную и не очень конструктивную критику. И напоминаю про книгу, скоро уже вторая. Покупайте, если понравилось, пишите отзывы на тех площадках, на которых купили. Это очень важно для продвижения моей книги. Тема сегодняшнего разговора, как всегда, по многочисленным просьбам, это панические атаки. Сразу хочу сказать, что панические атаки могут быть как отдельное расстройство, когда действительно только панические атаки присутствуют, а может быть и в рамках тревожно-депрессивного расстройства, социофобии, любых фобических расстройств, та же самая агорафобия, когда человек боится открытых пространств, боится большого скопления людей. Вот в норме у него ничего нет, но он прекрасно знает, что если придется ехать в метро, то вероятность высока. Я всегда вспоминаю вот классику жанра, когда поезд в метро останавливается между перегонами, машинист просит сохранять спокойствие, поезд тронется через несколько минут, и сразу видно тревожных людей, людей, предрасположенных к паническим атакам. Кто-то расстегивает воротник, начинает ртом хватать воздух, кто-то пульс считать, кто-то за сердце уже там, есть ли в вагоне нитроглицерин. Добрые люди обязательно найдут нитроглицерин. Надо понимать, что когда нитроглицерин не по показаниям, не для ишемии, а в нормальном состоянии, естественно, он может вызвать коллапс. За счет расширения сосудов упадет давление. Он вызывает очень сильные головные боли. Поэтому вот эта доброта с таблеткой нитроглицерина побыстрее накормить человека с панической атакой не надо. Расстегнуть воротничок на горле, открыть окошко, просто спокойно поговорить, взять за руку, если видите, что человек прям разгоняется, что называется. Их же еще начинает колотить, как осиновый лист, трясти. Это все адреналин. Базово есть первичная тревога. Личность тревожно-мнительная, как правило, склонная к переживаниям. В какой-то момент случается очень сильная физиологическая реакция, у кого тахикардия, у кого головокружение, тошнота, рвота. И на фоне уже естественной физиологии, почему я это называю физиологией? Потому что пациенты обязательно дойдут до профильных докторов, до кардиолога, пульмонолога, гастроэнтеролога, сдадут кровь, проверятся, ничего не найдут, но, естественно, какой будет сделан вывод? Врачи некомпетентные, никто мне не верит, не разбираются, надо повторять через какое-то время. И человек уже зафиксируется на вторичной тревоге, он будет ждать этих физиологических реакций. Вот сейчас я обращаюсь как раз к пациентам с паническими атаками, пациентам тревожным. Ну, согласитесь, классический условный рефлекс. Мы начинаем в определенные моменты ждать. Метро, любой общественный транспорт, выступление перед людьми, необходимость там выйти из дома короткими перебежками в ночное время. Или вот последняя пациентка мне звонила, у нее прям ритуал. Это должна быть подруга, она такси вызывает, если там у таксиста не русское имя, она откажется, будет вызывать, пока за ней с русским именем не приедет таксист. Уже человек начинает обкладываться ритуалами, он ждет, что ему станет плохо,
добавляются дополнительные страхи, потому что мало того, что тахикардия случится или отдышка, надо же все катастрофизировать, надо в своей голове самый негативный прогноз вырастить. Мы же что ждем? В общественном месте станет плохо, никто мне не поможет, я умру, даже родственники не найдут, где я. Или потеряю сознание, кто-то этим воспользуется, ограбят, похитят. Или буду выглядеть максимально нелепо, все надо мной будут смеяться, если меня там стошнит, или я описываюсь, или сойду с ума. Очень частый страх, сойду с ума, меня заберут, не сообщат родственникам, я буду лежать в психиатрической лечебнице очень долго, потом уже заколят, естественно, разными препаратами, и я уже реально тогда никогда не выздоровлю. Я открываю конкурс, просто напишите все свои страхи. Потому что, повторюсь, база – это человек тревожный, с проблемной самооценкой, постоянно заморачивающийся, как он выглядит в глазах других людей, что нельзя, чтобы тебе стало плохо. Или я как-то описывал феномен у китайцев, там вообще даже в разговоре нельзя на тон изменить голос, нельзя, чтобы у тебя лицо покраснело или испарина на лбу выступила. Это уже прям такой супер дурной тон. У нас люди простые, слава богу, этого нет. Но в сознании людей тревожных все на них смотрят, что о них подумают, помощь не окажут, будут смеяться. Конкурс открыт, поэтому пишите все свои фобии, страхи, ожидания, которые стоят за паническими атаками. И, естественно, человек сосредоточился на физиологии, начинает прислушиваться. Нет ни одного человека, у которого не бывает тошноты, головокружения, тахикардии, боли в животе, расстройства стула, все что угодно. Но большинство людей воспринимают это как естественную физиологию. Случилась проблема, не надо на этом фиксироваться, добежал до ближайшего туалета, там посидел, присел на лавочку, подышал. Я иногда, свой пример, это очень хороший механизм обесценивания. Чувствую какая-то тахикардия на ровном месте, я совершенно спокойно говорю: хорошо, у меня пошла кардиотренировка. Сердце работает в повышенном режиме, оно прокачивается, отлично. Можно будет сэкономить на беговой дорожке, например. И все нормально, я не делаю катастрофу. Что происходит с тревожным человеком, склонным к паническим атакам, со вторичной тревогой? Все, тахикардия, это точно в этот раз инфаркт, сейчас будет аритмия, скорая не успеет, таблеток у окружающих не окажется, все. И ведь спрашиваешь много раз, у тебя же это было уже не раз, не два, не три, ты понимаешь, чем заканчивается? На твоей тревоге из надпочечников выделяется адреналин. Это гормон короткого действия. Бей, беги. Он перегорает за 5, 10, 15 минут. Потом все возвращается в норму. Откуда ожидание, что ты умрешь? Если бы в опыте вы раз за разом этого не получаете. Почему именно в этот раз должно случиться? У вас огромная история болезни. Вы обследованы с ног до головы. Вы обошли профильных специалистов по кардиологии. Вы сменили несколько психиатров, которые тоже по какой-то причине не соответствовали вашим ожиданиям. И еще отдельная история – это назначать какие-либо препараты. К сожалению, человек в тревоге, он в первую очередь читает побочное действие, выискивает симптомы, которые соответствуют его телесным проявлениям, а часто очень пишется в психотропных препаратах и тахикардия, и нарушение ритма сердца 1 на миллиард. Они обязаны написать в побочном действии. Тошнота, головокружение, будьте любезны, это психотропные препараты. Совершенно обычная реакция, часто распространенная, поэтому мы в начале терапии прикрываемся другими препаратами, убирающими это побочное действие, пока организм привыкнет. Начинаем с малых доз,
пока выходим на нужную нам терапевтическую дозировку, работающую с тревогой, с паническими атаками. Поэтому, да, я понимаю, что многих триггерит, когда я в интервью говорю: слава богу, дали себя полечить. Но это ведь так и выглядит. Я должен полконсультации уговаривать человека начать лечение, объяснять ему про таблетки, потом начинаешь выписывать, он говорит: а что вы мне выписываете? Я говорю: вот препараты первого ряда, то, с чего мы начнем. Нет, я прочитал, мне не подойдут. Где прочитал? Чего прочитал? На форумах таких же тревожников. Понятно, что в интернете по любой теме можно найти положительную и негативную информацию. Но я не могу нормально, адекватно помочь, если мне такого шанса не дают. Если мне нужно торговаться за каждое действие. Если я честно говорю, что твоей жизни ничего не угрожает, ты уже обследован с ног до головы. Есть исключение. Пациент пришел, ни одного обследования, я говорю: хорошо. Чтобы тебе было спокойнее, чтобы мы, не дай бог, чего не прозевали, сходи к кардиологу. Нету никаких проблем. Но если ты был уже 5 раз, у тебя ничего не нашли, не надо считать, что врачи глупые, какие-то вредители, не разбираются. У тебя ничего нет. Точка. Это телесные проявления, естественные проявления, физиологические, которые в силу тревоги воспринимаются как что-то катастрофическое. И если на пальцах разобрать ситуацию: вторичная тревога, отслеживание вегетативных функций. Почему очень часто ночь, вечер? А потому что ничего не отвлекает. Уже работа закончилась, домочадцы все отдыхать ушли, ты остаешься один на один со своими мыслями, ожиданиями, начинаешь опять прислушиваться, что-то ждать, тревога нарастает, тело себя как-то проявило. Потому что вот эти вечерние звонки в 11, в 12 ночи: ой, меня прошиб пот, ой, у меня икроножную мышцу свело. У меня тоже бывает, икроножные мышцы сводят. Они у меня большие. Если я резко ногу крутану или опущу с кровати, может и судорога случится. Ну ничего, также ступню на себя, мышцу разомнешь и вперед. Все бывает. Или в сердце. И дальше все. Надпочечники включились, адреналин, алярм, скорую. И когда мне человек говорит: вот ко мне за ночь 3 раза приезжает скорая, у меня очень большие проблемы со здоровьем. Нет, у тебя нету никаких проблем со здоровьем, иначе скорая бы приехала 1 раз, или битов бы вызвали, или сами бы забрали в больницу, дома бы с серьезными проблемами со здоровьем никто не оставил. А когда доктор сидит, пьет чай, заполняет историю болезни, дал тебе таблетку успокоительного, ведет с тобой психопрофилактическую беседу, что там мягко намекает: дойди до психолога, до психиатра, уже пора. Вот он все правильно понял. И не надо катать в больницу, потому что, понятно, даже если какой-то остаточный адреналин есть, он пройдет, пока тебя везут в скорой помощи. И в приемном отделении будут уже вопросы к бригаде: кого вы привезли. У человека все показатели нормальные, стабильные. Поэтому тоже не надо обижаться, не надо самому самотеком мчаться в больницу, потому что та же самая история: пока доедешь, все пройдет, и на тебя будут смотреть как не на совсем адекватного. Паническая атака 1, 2, 3 не проходит, не помогает. Как всегда, вспоминайте советы от доктора Шурова. Не хочу больше мучиться, иду к специалисту, я ему доверяю, прошу мне помочь, честно рассказываю симптомы, прохожу там недостающее обследование или уже останавливаюсь на обследовании, начинаю восстанавливать свою психику. Препараты противотревожные, стабилизирующие, но препараты это, если честно сказать, дай бог, 25% успеха. Это вот именно пожаротушение, купировать это состояние, уменьшить количество панических атак, чтобы элементарно пациент мог хотя бы доезжать до доктора или до психотерапевта, а потом психотерапия, работа именно с ожиданиями, с подкреплением, с тревогой, со вторичной тревогой, с первичной, с базой.
на которой возникли панические атаки. Когда все это проработано, самооценка восстановлена, тревога ушла, человек уже знает, как себя вести, если начинается, как себя вести в процессе, брать эту ситуацию под контроль и потихоньку выбираемся. Вопрос к моей аудитории. Сталкивались ли вы с подобной проблемой? Как вы ее решили? Сколько вы пили препараты? Требовали ли вы у доктора феназепам? За любым симптомом люди начинают бояться смерти. Канцерофобия. Вот классический пример. Близкий родственник внезапно умирает от сердца. Или кто-то молодой умирает от рака. Человек на этом фиксируется, начинает искать у себя, думать, ну как же он так прекрасно выглядел, не болел, не страдал. И все, вперед по докторам. Доктора говорят: спокойно, у тебя все хорошо. Какой вывод? Некомпетентные доктора, пойду по следующим. Тревога нарастает, вот эти бесконечные прислушивания к своему сердцу, к работе кишечника, к чему угодно, к дыханию. Вот для того, чтобы у тебя отдышка возникла, разве много надо? Надо как следует понервничать или ком в горле. Все, я болен, щитовидка, ипохондрия. А если дальше эту тему продолжать, что никто не может помочь, симптомы сохраняются, я все время думаю о них, я жду. Часть вещей из детства действительно опять... Меня часто упрекают во вторичных выгодах. Ну, извините, когда ребенок хотел побольше внимания, не хотел идти в школу, он что? Болел. Все было вокруг него. Ему многое прощалось. Та же самая двойка, если у него температура. Когда у тебя проблемы с сердцем, недавно разбирали тоже очень интересную историю. Молодая женщина боялась забеременеть и родить. Это был ее первый опыт. Она была не уверена в партнере. И когда шло время к потенциальному зачатию, у нее возникали панические атаки вечером, ночью. И муж занимался лечением. Естественно, она его дотюкала до такой степени, что он просто боялся к ней приблизиться, потому что совершенно четко возникало ощущение, что при разговорах о сексе, при попытке заняться сексом начинается паническая атака. Люди там к сексологу сходили. Но вторичная выгода-то была в другом. Потихонечку разобрались с этой историей, все успокоились, все у них хорошо. Очень частая история ком в горле, те же самые созависимые отношения. Треугольник Карпмана, когда жена терпит, зарабатывает деньги, спасает, очень боится что-то сказать в лицо. И, естественно, у нее начинается психосоматика, ком в горле, давление, депрессия. Поэтому что я всегда говорю? В зависимых отношениях лечить надо всех. Надо ставить границы. Надо учиться давать обратную связь. Потому что опять все держится на иллюзиях. Я буду вести себя идеально. Я буду супер идеальной женой. И глядя на меня, он тоже захочет быть хорошим. А ситуация получается с точностью да наоборот. Что в комфортных условиях, когда нет никаких последствий, никто не захочет стать хорошим. Жестко, но правда. Отдельная история – это выгорание у людей с огромной ответственностью, в помогающих профессиях, у людей, у которых собственный бизнес. А собственный бизнес – это всегда трудоголизм, потому что человек начинает считать, что лучше него никто не сделает, он должен проконтролировать. Все его усилия монетизируются, когда получается доход, чем больше поработаешь, тем больше получишь. Это очень сильно затягивает. И в итоге человек выгорает. Первая стадия – это астения, нет сил, потеря интереса к работе, раздражительность. Если человек в этом моменте не делает выводы, не уменьшает количество занятости, не занимается рекреацией, там, спорт, сауна, отдых, психотерапевт, все что угодно, дальше уже включается механизм тот же самый с паническими атаками, когда надо выходить на работу, а у тебя или синдром раздраженного кишечника, или панические атаки. Все классика. За всем будет стоять нерешенная проблема.
Первое, что мы сделаем в панических атаках, мы купируем сами эти пароксизмы, потому что они переносятся очень тяжело, дают очень высокую степень напряжения. Это вегетативный дисбаланс и мышечный спазм. Вот люди с тревогой, с паническими расстройствами, вы прямо сейчас можете протестировать свое тело и трапециевидную мышцу, и лестничные, и стабилизаторы лопатки, и те же самые икроножные. Вы четко почувствуете напряжение, спазм, точки максимальной боли. Это все отражение в теле. И мышечный тонус меняется, и вегетативная регуляция. Ну и что самое тяжелое и в корректировке, и для самого пациента, это вот его ожидания, его страхи. Я умру, сойду с ума, потеряю здоровье, никому не буду нужен. Объявляю конкурс вот своих самых больших страхов, которые вы докручиваете любую паническую атаку. Какой психотерапией купировали свое состояние, когнитивно-поведенческое, гештальт? Просто напишите, поделитесь своим опытом. Заодно мы посмотрим, насколько это актуальная проблема. Самая распространенная ошибка, с которой я сталкивался в панических атаках, что люди идут по пути наименьшего сопротивления. Это вот феназепам, альпрозолам. Начать, как леденцы, есть транквилизаторы. Да, они в моменте дают тебе полное успокоение, но это вещества, вызывающие зависимость. После одной таблетки будет 3, они перестают действовать. Более того, формируется еще одна фобия. Если я вовремя не выпил феназепам, мне будет очень плохо. И тебе действительно будет очень плохо, потому что в мозге формируется огромный дисбаланс между глутаматом и гамма-аминомасляной в пользу глутамата. Поэтому и панические атаки будут протекать тяжелее, и симптоматика будет более разнообразной, уже с присоединением дереализации, деперсонализации, с кошмарными снами. И плюс у вас зависимость. Естественно, ни один доктор годами эти препараты выписывать не будет. Рано или поздно врач говорит: знаешь что, надо завязывать уже, у тебя зависимость, я не могу тебе столько выписывать учетных препаратов. Начинаются скандалы. И ко мне также со скандалами приходят. Вот я альпрозолам пью 5 лет, давайте мне выписывайте. Я говорю: ну у вас уже зависимость, вы аптечный токсикоман. Вы хотите, чтобы я вашу проблему решил или поддерживал вашу зависимость? Очень часто люди не понимают, да, обижаются. Последний раз тоже вот история. Вы любите истории жизни доктора? Делюсь. Мне человек говорит: вот я сейчас выпишу, выйду отсюда и напишу в прокуратуру, какой ты врач. Я говорю: ну давайте вместе напишем. Я аптечный токсикоман, много лет принимаю препарат, вызывающий зависимость. Пришел от доктора Шурова требовать, чтобы он мне опять его выписал. Он отказался. Прошу принять меры воздействия на доктора Шурова. Человек что-то осознал, естественно, он ничего не написал. Но ушел очень недовольный. Может быть, где-то в интернете напишет, какой я плохой врач. Ну, извините, я решаю проблемы, а не поддерживаю зависимость, как бы вы ее ни обосновали. Это очень важный момент, огромная ошибка. Не заниматься психотерапией, не прорабатывать все свои паттерны поведения, поддерживающие тревогу, убеждения. У моих дорогих трудоголиков огромная ошибка не отдыхать, не переключаться, все яйца складывать в одну корзину, что кроме работы ничего нет. Ни отношений, ни хобби, ни отдыха, ни развлечений. Естественно, организм попадает в хронический дистресс. И на этой почве может быть, кстати, все что угодно. Любая невротическая симптоматика. Панические атаки просто наиболее яркие, с которыми все-таки до докторов доходит. И ипохондрия будет с болезнями, и соматоформные расстройства, когда постоянно какие-то навязчивые симптомы. Доктор, выпишите мне таблетку, лишь бы меня отпустило. Да, ипохондрика не заставишь пить таблетку, а здесь обратная история. Поэтому очень важно не выгорать, отдыхать. Если у вас были какие-то интересные симптомы панических атак, которые я не обозначил, повторюсь, может быть любое состояние, вся вегетативная нервная система. Вот, пожалуйста, напишите, разберем. Это очень интересно. Тема очень большая. Пишите вопросы. Я готов ее обсуждать. У меня есть свое мнение по этой теме. Повторюсь,
Очень многим оно может не понравиться, но за мной стоит опыт. Я готов дискутировать, отстаивать свою позицию. Принцип «не навреди» никто не отменял. Мы всегда на вашей стороне. Задача максимально помочь, решить проблему. Я понимаю, что многие годами идут к своему психиатру. Поэтому, если вы все-таки добрались, доктор вызывает доверие, дайте поработать, дайте помочь. Это основная наша задача. Человек уже устал, намучился, готов, задача ему помочь. Если у вас остались какие-либо вопросы к вечно любящему вас доктору Шурову, пишите, звоните, мы вам обязательно поможем.